Всем привет! И сегодня решил снять просто такое видео о том, какой у меня получился собрать компьютер, системник из находок за ноябрь 2016 года. Как вы помните, в ноябре было найдено много компьютерного железа, было 2 системника, плюс отдельные платы. И в принципе вот кое-что у меня получилось. Сейчас мы посмотрим, что из себя представляет этот комп. Как вы помните, корпус это был старый здоровый системник с двухъядерным процессором Athlon 64, но, увы, он не работал, у него была дохлая материнская плата. Поэтому из него почти все кишки были выкручены и поставлено другое железо. Так, и вот мы сняли крышку и видим, в принципе, довольно неплохой системник. Так, что здесь у нас есть? Материнская плата, видеокарта, процессор. Это то железо, которое было отдельно найдено, кто-то выкинул целым комплектом прямо с материнкой, с видюхой, с памятью. Оно все рабочее, но там были проблемы с видеокартой. Там было, короче, один CMD компонент поврежден, и когда я собрал системник, изображения не было. Я думал, что ё-моё, что за ужас. Казалось, было повреждение видюхи, но я это припаял, она сейчас работает нормально. Кулер был почищен, памяти было здесь 2 гига стояло, но сюда я поставил еще 2 по 512, получилось 3 гига памяти. DDR2. Проц какой был, такой стоит. Дисководы остались в торрете. Жесткий диск на 120 гигов, тот, который тоже был в этом корпусе. Ну, блок питания здесь поставлен Chieftec на 600 Вт, который был еще летом, по-моему, найден со сгоревшим предохранителем. Так блок питания полностью работает, никаких неполадок в нем не выявлено. Пришлось его сюда поставить не потому, что родной был сломан. Родной был на 400 Вт, большой, тяжелый довольно, даже тяжелее этого. Но он был старый, 2005 по-моему, года, и у него не было выхода на видеокарту 12-вольтового. А эта видюха требует такого питания. В принципе, вот такой у нас получился системник. Сейчас мы его включим и посмотрим, как он работает. Вот так он выглядит, можно поближе показать. Ни одна железка здесь не покупалась, все абсолютно из находок. Так, ну давайте-ка его включать. Как мы видим, все работает. Сейчас у нас загрузится система. Корпус оказался очень древним, 98 года. То есть кто-то в нем уже собирал тогда компьютер на той материнке 2005 года. А что здесь было сначала, вообще неизвестно. Дисковод один DVD-шный, а вот второй CD-шный, возможно, родной, который стоял здесь с момента продажи самого первого компа в этом корпусе. Но он стоит как заглушка просто. Так, вот у нас загружается система. Сейчас она загрузится. Так, ну вот что у нас получилось. Процессор Core 2 Duo, тот, который стоял 24 ГГц, с 4 мегабайтами кэша, 3 гига памяти стало, ну и видюха 8600 GTS, которая была с этой материнской платой. Так, открыли наш любимый YouTube. Что-нибудь сейчас попробуем здесь найти. Допустим, можно с моего канала что-нибудь найти. Так, есть. Так, смотрим. Всем привет. Обратите внимание, И сегодня мы попробуем видео само пошло в почти невероятное. 1080. Попытаемся восстановить аккумулятор автомобильный, которому 10 лет. Аккумулятор Titan Arctic, один из первых. Все нормально идет, то есть такой системник для YouTube в 1080 нормально, в принципе. Сейчас перемотаем куда-нибудь, где будут движения идти. Так, интернет, а вот. Вроде ничего ужасного нету. Потом же самое главное, это надо взять
какую-нибудь металлическую фиговину, типа отвертки. Но в кислоту, конечно, тыкать нежелательно, но сейчас тут вода, кислоты вообще нет, потому что полностью севший. И попробовать потыкать пластины, короче. Если они будут разваливаться... Нормально работает, в принципе. Вот такой получился у нас компьютер. Можно весь экран посмотреть. Так, через наш дисплей. При касании, то все, такой аккумулятор надо сразу выбрасывать. Все отлично видно. Пластины у нас целые, потому что они все... Ничего особо не заедает. 1080. Это, конечно, я еще собирал компьютеры, просто про это решил снять, что было несколько в одном видео разных железок комповых. А так, как бы и другие были, я просто про них не снимал. Но так, как бы в этом году летом было не особо много компьютерного железа, поэтому собирать особо было нечего. А вот сейчас получилось так, что было аж 3 компа, то есть 2 системника и отдельный комплектующий. И второй же системник, который был черный, без боковых стенок, у него там вздутый только кондёр на материнке, так он в принципе работает. Ну, корпус пришлось выкинуть, его сразу таджики забрали, сразу мне кричат: металлолом, металлолом, чтобы я корпусом этот отдал. Ну, корпус они забрали. Надо будет достать корпус, короче, и тоже собрать еще один комп. Там, в принципе, все есть, только нет жесткого диска. Ну все, в принципе, что еще? Видео это буду заканчивать. Просто такое решил снять, показать, что за комп вышел. Так, в принципе, все. Ждите следующих видео. Всем пока.